утро. Проснулся наконец-то. Что там? 7 часов 18 минут. Птички поют, машины ездят. И по палатке бьет мошка. Она бьет так, как будто это маленький дождик идет. О, Вилек, привет. Стоишь? Вон она летает. Ну ладно, что, пора вставать. Кстати, отличное утро. Ветра нет. Ну, почти нету. Ну, чтобы сегодня панельку не вести на руле, я сразу же телефон заряжу, да и все с утра. В принципе, Powerbank полностью заряжен. Ну, только я камеру заряжал. Это что? Можно, не знаю, раз 8 этим Powerbank'ом на 10 тысяч камеру эту зарядить. Ну, раз 7 точно. Это телефон много электроэнергии кушает. Так что сейчас его сразу будем утренним солнцем заряжать. Оп. Все, пошла зарядка. Чем вчера ужинали, сегодня тем и завтракать будем. Только уже без гречки. Да, надо будет в этот город Лун заехать, обязательно гречку взять. Я вчера вообще забыл про нее. Сегодня просто, ну что, тушенку буду есть, да с хлебом и чай потом, с печеньками. Вот и весь мой завтрак. Да, вот интересно сегодня какой будет ветер. Такой же, как вчера. То реально что-то ноги вчера подзабились. Вот прямо с утра проснулся, чувствую, да. Я вроде отдыхал перед этим, можно сказать, весь день. Да, если сегодня такой же ветер будет и такие же дорожные условия, я, наверное, сотку не буду нафиг делать. Тяжковато. С ветром, с этим, можно сказать, сотка это как 200, наверное. Хотя, если ветер будет не будет мешать, мне кажется, 200 даже легче было бы сделать. Мошки меньше, чем вчера. Вчера ее прямо дофига было. И она как бы, ну, летает, она, в принципе, и не кусает даже. Чисто что-то садится, улетает, садится, улетает. Ну что, поехали. Приятного завтрака. Ну, вот это реально вкусная тушенка, да. Если будет два вида таких, побольше банка и поменьше, лучше брать поменьше. Она реально как-то повкуснее. Доставал чай, досталось сразу 2 пакетика. Ну, думаю, ну ладно, будем, значит, 2 пакетика чая. У меня печенюшек аж целых 3 вида. Чокопай, вот это юбилейная шоколадная. И вот это еще я вчера ее половину съел, оставил. Так что у нас утренний обжор. Ну, пока чаек заваривается, я хотел посмотреть, что там за колесо лежит. Это же вообще штамповка. А что его выкинули-то, интересно? Или это докатка? Больше на докатку похоже. Блин, она, в принципе, нормального состояния даже. Вот, погнули диск, да, вот. Ну, это докатка, но... Ну, ничего, что погнули диск. Бери кувалду, да выпрямляй, и дальше поедет, как наши умельцы делают. Я сам так делал сколько. Молотком бьешь по диску, где спускает, там, видно же. Удар-то такой хороший был. Фига. Вот у меня же есть эти спиральки от комаров.
Вот, что мошка налетела, я почти всех повыгонял. Ну, там штук 10, может, осталось. Поверху ползали. Я решил эту спиральку на них проверить. Будет действовать, не будет. Действует! Как и на комаров. Что-то летали, потом все попадали. В общем, да. Спиральки действуют и на комаров, и на мошек. Ну все, выехали. Водителям надо отдать должное. Объезжает очень хорошо. Вот прямо хорошо. Это не у нас в России. У нас в России так не объезжают старательно. Пролетают, да и все. Время 9 часов 8 минут по местному. В принципе, нормально выехал. И не поздно, и не рано. Как надо. Ох, сейчас. Я смотрел по карте, ну, будет впереди река, куда я вчера думал доехать, но не доехал. Потому что уже все. Измотан был, так скажем. Неохота было ехать. И к этой реке сейчас должно быть, по идее, много спусков. Потому что где река, там горка вниз. Потом, соответственно, вверх. Ну, сейчас и проверим, что за горочки. Поехали. Кстати, вчера немного подкачал колесо. Переднее было нормально, а заднее где-то на атмосферу спустило, да. Подкачал. Ну уж сколько дней еду, так, конечно, оно подспустит в любом случае. Плюс такой вес еще давит. Вот такая горная долина. Вот впереди еще горочка. А там уже, наверное, будет спуск к речке. Потому что по карте речка вроде не маленькая. 100% должна быть. Прямо с утра 26 градусов. Вот куда ветер дует. Ну, в принципе, ветер такой же, как и вчера. Так что сегодня опять драка с ветром будет. Сзади фура проехала. Такой караван собрала. Все едут за ней кое-как. Ну что, собственно, почти на гору заехал. Да, здесь вон выровняли обочину. Трактором прошли вот прямо вот здесь. Сыпуха такая. Один раз туда снесло, так это можно свалиться, в общем. Поэтому едем только с краю. Да, некоторые водилы пикают, мол, типа, съедь туда. Я туда не поеду, вон. Рассыпуха какая. Не, конечно, если там уж совсем габариты поедут, то, конечно, я сверну так резко направо и не упадешь. А если постепенно сворачивать, можно и управление потерять. Козлы и козочки. Вот тут целая коллекция, барашки. О, давай, помогай их разгонять. Овечки, барашки, козы, козлы. Гулеванят, в общем. Обедают или завтракают. Вон даже в куче отсева кто-то нору себе сделал. А я же, по сути, зимой потом эту же кучу, наверное, будут разгребать на дорогу. Ну чё, 12 километров проехал. Еду час. Вот, ну, без остановки, я имею в виду, как выехал. Всего лишь 12 километров. Ну, потому что были подъемы, да. Здравствуйте, какая встреча вновь? Ну вот и я опять, как говорится,
как вспомнишь, так и всплывет, да? Вот наш турист Настя. Очень приятно, Тоже из Данил. России. А ты откуда, Настя? Я Аня. Аня, Из ой, Москвы. я Настя послышал, я с Екатеринбурга. Да. Да, вот опять мусор везу. Каждый раз с утра везу мусор до мусорки. Ночь не холодно было? Нормально, не, уже где-то привычно. градусов 7. Я в шапке сплю. Чуть-чуть осталось совсем. Чуть-чуть осталось вон. Воду нужно, сейчас нальем воду. Да не, воду не надо, все есть, надо, да? спасибо. Ага. Ну что, опять угостили газировочкой этими. И вот эта Аня, туристка, дала, как его, печенье, коровка. В общем, они на завтра предлагают даже съездить на Чингисхан, вот на эту большую, самую главную достопримечательность в Монголии. Большой, ну, как это, Чингисхан как всадник, так сидит на лошади. В общем, я подумаю над этим предложением, да. А вот она и речка, и мост. Ну да, если бы я вчера захотел ехать, я бы вообще умотался в хлам. Можно, ну, горы, хорошие горки сейчас были тут. Да и ветер, в принципе, как вчерашний практически. Что-то, в общем, я задумался, а что, реально может завтра с ними съездить на статую Чингисхана, на самую большую в мире. Блин, я завтра просто туда, если приеду, я в Улан-Баторе-то буду только к обеду. Они, вон, скорее всего, по утрам ездят. Просто как-то навязываться-то тоже неохота, ну хотя они приглашали. А вот этот Лун, город, уже виднеется. В общем, здесь такое знаковое место. Сейчас объясню, что за место. Я вот ехал по той дороге. И вот там есть дорога в то направление. Вот эти все города, Баяннур, Дашаничел и прочее. Что же это за перекресток? Это соединение двух больших дорог с запада на восток по Монголии. Вот эта дорога ведет по южному маршруту, а по которому я ехал по северному. В общем, я, как всегда, все перепутал. Да. В направлениях север-юг. Это северное направление, да. А вот по которому я ехал, это южное направление. Но основная федеральная трасса идет, ну если судить по Google картам, вот по южному направлению, по которому я ехал. И когда я собирался ехать в Монголию, у меня был выбор: либо по этому маршруту ехать, либо по южному. Я выбрал южный. То есть, если бы я ехал по северному, я приехал вон оттуда. И вот эти вот все города, Баяннур и прочее, естественно, я бы проехал тоже. В общем, вот такое местечко, да. Ну, а мы отправляемся дальше. Если так подумать, так как дороги сошлись, северная и южная, трафика должно быть больше. Все-таки уже вот эта одна дорога идет до столицы. 130 километров, да. Мне кажется, трафика больше должно быть по-любому. О, здесь флаги. Нашего нету. Это такие, видимо, какой-то компании. Вот это может супермаркет, прочее. Ну, вот она и речка. Докуда я хотел вчера, если что, доехать. В принципе, и очень хорошо, что я сюда не поехал, потому что здесь вон какая движуха. Тулгол. Конечно, можно было бы и под мостом где-нибудь встать здесь, на травке. Ну что,
Сходим к речке по-любому, остановимся. Смотрим, что за речка. Хоть умыться водой, а не влажными салфетками. Вот такая. Даже можно было бы искупаться. Но вот так, если бы я реально хотел бы остановиться, я бы остановился вон там, где коровы. То есть с той стороны. Да, возможно, другой берег лучше. Сейчас, если что, на другой берег скажу. Корова зашла в этот, за забор. Вон, чувак выгоняет ее. Ну вот, где машины стоят, наверное, там места нормальные. Да, короче, ну его нафиг, что-то неохота идти, далеко что-то показалось. Ладно. Возможно, если бы жарища стояло, я бы, конечно, уже искупался по-любому. Я бы так мимо вот этой речки бы так просто не проехал. Пока жары как таковой-то и нету. Лун. Чуть ли не луна. Букву бы А добавили, была бы луна. А вот и Лун. Городок. В общем, надо магазин. Только сказал, надо магазин. Вот тебе, пожалуйста, мини-маркет. Ну, думаю, наверное, заехать, потому что вон все, дальше уже опять. Город-то небольшой такой совсем. Сейчас посмотрим, что тут надо. Ну, в общем, мне взять-то надо что, воду, консервы, да и все. К чаю все есть. Вот она. Сколько на грамм? Короче, да, 275. Вот такие прикольные. А я брал вот такие большие. Они не очень. Вот эти прямо огонь. Короче, возьму парочку. А вот и гречка. Это кило 800. Мне столько не нужно. Нету, как вот у нас 800-900 грамм, которые идут. Что я, собственно, взял? 2 консервы, 2 китайских лапши попробуем, что это такое. И Red Bull кофейный. Кстати, он прикольный. Мне понравился. Вот такую сосиску в тесте. 3000 стоит. Ну, я думаю, воду не стоит брать. Сейчас посмотрел по карте. Тут, в общем, до столицы кафешка на кафешке будет. Это не как раньше, там 50 километров едешь, ничего нету. Ну и что-то я гречку не стал брать тоже. Ну куда вот, возьму килограмм, а что другое с другим делать? Везти в сумке, что ли? Да, нафиг. Попробуем без гречки, как будет. Вот я вот сегодня с утра просто консерву с хлебом поел, без гречки. Вот посмотрим, насколько это сытно будет. Но если, конечно, я увижу пачку как нашу, 800-900 грамм, то я возьму ее, естественно. Ну вот такой вот городок. Лун. Вот его и почти весь и проехали. Все, вон дальше трасса. Небольшой такой совсем. А вот реклама эвакуатора. У них, кстати, номера не как у нас +7. В общем, не на плюс начинается, а на 9, я так понял. И вот эти лежачие полицейские дикие. Это, походу, это полицейский участок опять. О, фура стоит, видимо, остановили.
Ничего себе, сколько машин. А, это, наверное, штрафстоянка. Вон, ну на чё. Мотоциклы там, вон, велосипеды даже есть. Баян-Хангай. А тут заканчивается Баян-Хангай. Вот даже детская площадка, вон, горка. Чебуреками пахнет. Да, надо заехать в магаз, что-нибудь взять. Охота чай вот этот взять. Колу я уже все выпил. Который Болт опять мне подарил сегодня. Ох, ветерок с пылью. Чингис какой-то, Чингис. А, Чингис. Супермаркет Чингис. Ну, посмотрим, что тут есть. Все, что хочешь, есть. В общем, решил тоже покушать вот эту эндекте хурга. Вот такая огромная порция. То есть рис, салат, это омлет, мясо, морковка, ну еще какие-то овощи. Ну все, поела, это блюдо вышло на 15 тысяч. Ну, по-нашему это где-то, наверное, рублей 250. Ну, что такое, пойдет, не знаю. Ну все, теперь можно спокойно до вечера крутить. Соточка на Улан-Батора. Очень хорошо. Ну, надо максимально близко подъехать сегодня к Улан-Батору, чтобы завтра, если что, к обеду уже быть там и кататься, смотреть город. Да, трафик, конечно, вырос. Намного стало больше машин, и дорога такая узковатая. И, кстати, заметьте, вместо суровых железобетонных квадратных столбов пошла труба. Это уже как у нас. Да, что-то сегодня такие тягуны длинные, с набором высоты 1%, 2% бывает. Горочек-то особо и не было еще. Но я имею в виду такие затяжные горочки, там где можно километров 10 ничего не делать, ехать только. Будут, не будут, интересно сегодня такие. Я так понимаю, типа колхозные дома, потому что здесь поля кругом. И вот колхозники здесь орудуют. А вот это прямо нонсенс. Редкость, чтобы вот так вот. Я вообще первый раз так вижу, чтобы дерево росло возле дороги. Обалдеть. Вон там слева еще одно дерево. Мини-торнадо, если видно, только через очки, может, лучше видно. Кружит, вертит.
через очки прямо хорошо видно. Чё, прям потихонечку. Надо бы воды взять, да, вот. Можно сказать, даже литра воды нету. А там что-то будет сейчас впереди. Ну, бутылкой водичкой я разжился. И вот в этой кафешке женщины налили. И взял это нулевочку. Холодная. Эфес. Ну да, пиво нулевка у них прямо редкость. Ну ладно, сейчас посижу на лавочке, попью. 74 километра ехать. Ветер. Не могу лучше. Это что тут такое интересно? Я вначале издалека думал, что это люди стоят. Здесь-то вот понятно, человек. Фигура человека. Интересно, за дядька такой. Вон у него подношение, бычки сигарет, каша всякая, конфетки. Километров 80 он проехал. Еще бы 20-очку было бы хорошо. Еще и вся дорога, в принципе, то прямая, то наверх. Нету горок, спусков вернее. Даже если есть спуск, я еду, толку-то ветер тормозит меня. Парусность огромная, когда вот так вот ветер на меня дует, вот так вот. А если бы я ехал так, сопротивление бы, конечно, меньше было бы, если бы ветер в лицо чисто. Вон, пес бежит по своим делам. Прямо торопится куда-то. А, пыль поднимает. Он оттуда прибежал. Вначале я видел просто точка. Бежит целенаправленно, смотри, как куда-то. Вот такой спуск. А потом опять подъем затяжной. 1% тягун будет. Может 2. А скорее всего 1,5. Ну чё, вот малюсенький спуск совсем. Можно сказать, это редкость, чтобы я сегодня не крутил педали. Вон, еду 19 километров в час. Ну, за сегодня вроде я где-то 40 разогнался в одном месте. Ну, в общем, понятно, что тут сажают на этих землях. Корм для животных. Сено, солома, какая-то, в общем, трава, растительность. О, какие тюки. Еду 16 километров с горочки. То вон. Иногда кручу, чтобы хотя бы 20 было. Ну вот сегодня такой денек. Что, осталось 67 километров. И вот высотный пропель. Я вот слева стою, сейчас такие горы пойдут наверх. И только там, не знаю, через сколько километров будет такой резкий спуск прямо. И потом тягун до самого Улан-Батора.
Вот даже знак уже говорит: ставь палатку. Вон туристический кемп. 1,5 километра направо. Туда. Туда. Вот так вот чинят дороги. Отбойным молотком просто проходят, срезают. А вот написано 98. Я же не знаю, думаю, может он туда встать, да и все за этим заборчиком. Ну все, я сходил там на разведку. Нормально, можно возле заборчика встать. Даже на самый верх туда сейчас. В общем, хватит, он 101 уже даже переборщил. Я вон хожу, смотрю, может сюда поставить палатку. Ага, бригада сюда подъехала латать ту дыру, возле которой я стоял. Вот реально, пока тут палатку ставлю, там дын-дын-дын-дын-дын-дын. Влетали в эту яму. Палатка готова. Там уже он каток подъехал. Ну, работа кипит. Завтра, если что, проверю, что вы там сделали. Я видел, какая там яма была. Вот, короче, вот у этого грузовика асфальт лежит, я так понял. На нем прицеплена бочка с битумом. Вон она горит. Вот он, видать, асфальт кладет, битум наливают и катком потом проходят. Вот такая технология. Да, в принципе, как и везде. Ну ладно, хоть сейчас они это все сделают и уедут, не будут шуметь здесь. Вот женщина реверсивное движение делает. Вот здесь все встали, пробка начинается. А с той стороны, ну да, с той стороны тоже стоит человек. Вот и увидели ремонт дорог в Монголии. Кстати, вот прямо ветерок довольно-таки хороший. И ветрозащита у горелки прямо реально работает. Прямо доволен этой горелкой газовой. В общем, пойдет. Со старой я бы тут ничего бы не сделал. Я бы просто внутри палатки бы ее разогревал еду. А тут он ветрище такой дует. Ну, не сказать, что прямо сильный, но ощутимый, да. Там все, ремонт делают. Наверное, думает, что за чудак тут палатку поставил. Спать собрался, что ли? Чем у дома не спится? Ну, в общем, это. Жду, когда консерва разогреется, потом кофеек со сгущенкой и с печенюшками. Ну, просто сейчас также консерву с этим, с хлебом всем, да и нафиг хватит. Очень хорошо, что я днем заехал в столовку. Я бы, наверное, остановился и просто бы не разогретую бы съел. Потому что реально, вот сейчас есть опять охота. Хотя там порция была довольно-таки приличная. Ну и мясо тоже. Убавить можно. Вот. Наконец-то завтра увидим столицу Монголии. Как это я давно ждал. Посмотрим, что это такое. Ну это прямо по фотографиям это вообще такой шикарный мегаполис. Ну, столица есть столица. Ну вот не знаю, сколько там, 60, наверное, километров до нее, до столицы это осталось. Прямо до самого центра, это самая площадь, или 55, что-то около того. Блин, если завтра ветер не изменится, будет такой же, или хотя бы, чтобы хотя бы, ну, потише был. Ну, сегодня прямо вообще лютый ветер. Получится, возможно, да, с той компанией съездить на самую большую статую Чингисхана. Ну, я списался с ними, все, контактами обменялись. Ну, в общем, посмотрим, не знаю, эти 60 километров я, может, буду до столицы очень долго ехать. Если будет такой же ветер, да плюс там еще гора сейчас такая впереди. Ну, по Maps.me, если верить.
Потом небольшой такой спуск довольно. В общем, что загадывать, завтра дорога покажет. Ну, я думаю, все-таки хотя бы за 20 километров до столицы должна быть широкая дорога, четырехполосная, как у нас. В принципе, везде перед областными городами. Там бывает даже и не то что 20 километров, и 50 километров. Вот, например, от моего Первоуральска до Екатеринбурга почти всю дорогу, вся дорога идет четырехполосная. И дальше там вроде до Ревды есть. Ну, потом уже, конечно, сужается, но до нашего города она реально идет четырехполосная. Но это где-то 35 километров по трассе. Да, я буду вот такие мелкие консервы брать, они прямо очень вкусные. Да, мясо здесь, конечно, на 100 грамм меньше. Но вот именно вот такие мне как-то больше нравятся. У них и бульон, кажется, чуть-чуть другой. В общем, да, приятный на вкус. Ну что, жду, когда разогреется полностью. Вот видно, как огонь колыхает. Но при этом КПД, да, все идет наверх. Причем эту ветрозащиту можно дальше задвинуть еще плотнее. Она полностью будет облегать. Да, тут все гонят, едут по трассе. Туман такой сделали. Женщина кричит на всех: давай едь, давай едь. У нас-то немного по-другому делают. У нас с рациями стоят как бы подальше. Не вот так вот прямо близко, вот, ну реально близко к яме, вот, которую ремонтируют. У нас намного дальше стоят, заранее останавливают. Что, они просто по одной машине пропускают, как регулировщики? Ага, вон ту фуру пропускают. Ну, в общем, забавно, конечно, смотреть. Но, блин, надо кушать, в общем, да. Вот она ругается, то что ну, фура реально проехала, ее всю в пыли. Да. Ну, видимо, фуре больше никак. Без обочины не проехать по асфальту. Вода вскипела. Кофеек. Подведем итог сегодняшний. Солнце почти село, вот буквально считанные минуты остались. Ну, эти, кстати, довольно-таки быстро залатали эту яму. Ну, сколько минут? 15, наверное, прошло. Может, 20. Вот так где-то. Я завтра схожу, проверю, что там сделали. Обязательно. Так, итого. 101.54. Ну, 7 часов 42 минуты ехали. Ну, блин, это дофига. Если столько ехать с попутным ветром, или хотя бы, чтобы ветер не мешал, можно дофига накрутить, в общем. Ну вот 13-16 средняя, да. Че, 17,8 градусов. Ну, высота была, конечно, сегодня. Но не сказать, что прямо много. Нет, смотри. 746 метров. С таким диким ветром. И, да, наборчики были, конечно. Вот завтра меня ждет. Но это по Maps.me, там прямо такая дикая гора. Ну, посмотрим, как оно будет на самом деле. Вот буквально уже видно, как садится. Вот сейчас в такой момент на солнце можно прямо невооруженным глазом смотреть. Вот, прямо видно диск. Ну, на четверть ушел примерно. Вообще, вот я вот сейчас реально полностью вижу диск круглый. И при этом глазам не больно нисколько. Да, это интересно смотреть, конечно. Вот так денек прошел. Конечно, не ожидал встретить Болда опять. Ну реально, вот эта встреча, так встреча. Не знаю, посмотрим. Завтра, может быть, опять сниму
встречусь и скатаемся с компашкой вот на этого Чингисхана, на эту статую. Ну, в общем, посмотрим, как дорога. И смотря во сколько они поедут. Если они также поедут утром, естественно, я туда не успею приехать. Ну, в Улан-Баторе я максимум, ну, во сколько? Часа в 2, наверное, в 3 приеду. Надо же еще все посмотреть. Я хочу прямо до площади доехать, там погулять и сразу обратно ехать. Потому что на площади это самый центр Улан-Батора. Там все находится. Как бы дальше суваться в Улан-Батор я не вижу смысла. Солнце село, вот буквально миллиметрик остался. Вот секунды и все, оно сейчас уйдет. Все, солнышко, пока, до завтра. Вот реально, вот. Ну, все. Все ушло. Солнышко ушло, все. Блин, прикольно так понаблюдать, как оно ушло. Даже кофе не остыло. Горячее еще. Не остыло. Ну что тут прошло, да совсем ничего. Несколько минут. Ну ладно, в общем, на этом все. Кофеевничаю. Потом что, спать ложиться, да и все. И завтра увидимся. Все, пока.